дорогие гости моего канала, влюбленные и любимые, а также те, кто стремится к любви и надеется на встречу с этим прекрасным ощущением жизни. Приветствую вас на канале психолога Юрия Томина «Классики любви. Популярная психология любви и брака». В предыдущей лекции мы посетили печальную территорию любви, наполненную переживаниями, вызванными любовной травмой, и постарались понять, почему утрата любви нередко переживается как смертельная душевная рана. В этой 14-й мини-лекции мы познакомимся с секретами счастливых пар и рецептами успешной любви. Мы рассмотрим следующие 4 блока вопросов: о семейном счастье, коммуникация любви, обуздание конфликтов, мастер-классы любви. Начнем с размышлений над следующим вопросом: можно ли развивать свою способность любить? Способность любить дана от природы каждому человеку, но развитие этой способности, как правило, не входит в число приоритетных жизненных задач современных людей. Более того, под сомнение ставится сама возможность развивать свою способность любить, которую относят к неизменным врожденным качествам человека по поговорке «веселого нрава не купишь». Для такого скептического отношения к допустимости совершенствования собственного умения любить есть целый ряд само собой разумеющихся оснований. Внезапность любви, ее стихийность и всеохватность, ощущение любви как дара свыше вызывают убежденность в том, что способность любить не подвластна разуму и воле человека. Для тех, кто своим дерзким разумом пытается бросить вызов стихии любви, у нее заготовлено столько загадок и ловушек, что они рано или поздно приходят к заключению, подобно чеховскому герою в рассказе о любви, что до сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что тайна сия велика есть. Тем не менее, усилия по разгадке тайн любви не прекращаются. И если еще не получены окончательные ответы, то, по крайней мере, открытия Платона, Стендаля, Ортеги и Гассета, других мыслителей являются бесценным ресурсом для развития способности любить. Однако между исходным ресурсом знания и умением его практически использовать, как известно, находится цепочка стадий его усвоения. Для начала нужна мотивация, постоянный интерес к ответу на возникающие в отношениях любви вопросы. Получаемые в ходе такого интенционального мышления знания должны трансформироваться в понимание, которое, в свою очередь, должно воплотиться в умении действовать и способности объяснять свое знание другим. Поэтому, обращаясь к секретам счастливых пар, готовым рецептам успешной любви, нужно отдавать себе отчет, что это лишь начальная стадия освоения того или иного знания о любви. О семейном счастье. В 1906 году немецкий врач-невролог Леопольд Лёвенфельд выпустил ставшую популярной книгу, изданную в России в 1913 году под названием «Брак и счастье. Наблюдения, размышления и советы врача», в которой он показывает, что семейное счастье – это сложный и многофакторный продукт супружеской жизни. Счастье в браке не означает блаженную жизнь, а может быть лишь чувством удовлетворенности от превышения моментов семейного счастья над неизбежными неприятностями и волнениями. Такой положительный баланс брачной жизни обуславливается, по мнению Лёвенфельда, 2 группами условий. В первую группу входят базовые предпосылки благополучия брака, предрасполагающие условия, такие как
материальное обеспечение и здоровье, а также возраст, наружность, предшествующий сексуальный опыт, общественное положение, образование, влияние семьи, религиозные верования, общее мировоззрение, среда общения, профессиональные занятия, жизненные привычки, мотивы заключения брака. Ко второй, принципиальной для счастья существенной группе факторов относятся известные черты человеческого характера. Иными словами, психологические узлы супружеской связи. Этой группе факторов свойственно неоднозначное, порой парадоксальное их сочетание в супружеской паре. Тем не менее, Лёвенфельд выделяет ряд интересных закономерностей и дает ценные советы по сбережению семейного счастья. Например, понимая, что супругам необходима синхронизация чувств, которые каждый переживает индивидуально в разной степени интенсивности и глубины, Лёвенфельд призывает соблюдать экономию в области эмоциональных переживаний, поскольку резонировать со вспышками высоких чувств или глубокими погружениями в себя крайне сложно. На здравом смысле и естественно-научных предпосылках также основывается соображение о том, что благородному самоотречению в любви предпочтительнее сбалансированность того, что каждый получает, с тем, что каждый дает другому. Сочетание таких факторов, как темперамент и характер, известных с глубокой древности, которые следует учитывать в супружеских отношениях, мы рассмотрим в их более современной интерпретации, предложенной Отто Крегером и Дженнет Тьюсон в книге «16 дорог любви». А здесь отметим оригинальную идею Лёвенфельда об индивидуальной способности к семейному счастью. Способность к семейному счастью определяется склонностью к вере в ценности брака, подобно религиозной вере. Так что у человека практически отсутствует критическая оценка супружеских отношений, а также отсутствием полигамической тенденции, другими словами, склонностью быть однолюбом. Следует отдать должное проницательности Лёвенфельда, который также определил 3 элемента любовного чувства, порождающих в разных комбинациях разнообразные нюансы любви и включающих половое влечение, чувство склонности и нежности по отношению к известному субъекту, чувство уважения, начиная с простого уважения и кончая чувствами удивления, благоговения, вплоть до боготворения. Обратите внимание, как эти элементы перекликаются с теорией трехкомпонентной любви Роберта Стернберга. Как бы продолжая линию Лёвенфельда, свой вклад в распространение основанных на естественно-научной парадигме прагматичных представлений об условиях счастливого брака внес голландский врач-гинеколог Теодор Хендрик ван де Вельде, опубликовав в 1926 году книгу «Идеальный брак». Указав на 4 краеугольных камня, на которых покоится любовь и счастье в браке, правильный подбор супругов, общее психическое соответствие между ними, благоприятное и соответствующее обоюдному желанию супругов разрешение вопроса о потомстве, гармоническая, полная, половая брачная жизнь. Он детально представил разнообразные научные сведения о половом влечении и его полноценном удовлетворении в браке. Например, всякая девушка в положении новобрачной в первое время при половом общении обычно оказывается более или менее холодной, почти безразличной к наслаждениям от полового акта. И физиологическое проявление ее любви в ней приходится пробуждать и развивать. Если же мужчина игнорирует это обстоятельство, то она и остается такой же безразлично равнодушной,
И нередко то, чем не воспользовался и чем пренебрег муж, становится собственностью постороннего, опытного в любви мужчины. Просветив читателей, стремящихся к брачной гармонии в вопросах строения половых органов, стадиях полового акта, особенностях различных поз и половой гигиены, Ван де Вельде призывает к тому, что идеальный брак должен быть понят в его истинном смысле, а сущность этого смысла в духовной любви или, выражаясь правильнее, в полном слиянии телесного и духовного чувств любви людей противоположного пола. Такое слияние в практике супружеской жизни осуществляется в повседневном общении, которое может способствовать коммуникации любви или препятствовать ей. Коммуникация любви. Во второй половине XX века крайне популярным и широко используемым для содействия счастливой семейной жизни влюбленных оказался взгляд на любовь с позиции передачи, приема, обмена сообщениями и энергетикой нежных чувств между супругами. Согласно этому представлению, система обмена сигналами любви состоит из 3 каналов или уровней: вербальных сообщений, невербальных сигналов об эмоциональном состоянии и трансцендентных каналов связи между влюбленными. Информационный подход к любви в сочетании с широко используемым конструктом личности психологов Изабель Майерс и Кэтрин Брикс в виде комбинации 4 ее измерений по направленности энергии на внешний или внутренний мир, по способу получения информации об окружающем мире, по особенностям процесса принятия решений и по способам подготовки к действиям, был положен в основу бестселлера Отто Крегера и Дженнет Тьюсон «16 дорог любви», опубликованного в 1994 году. Для достижения благополучия в браке авторы призывают к пониманию индивидуального стиля и отличий партнера. А процесс такого узнавания партнера они образно сравнивают с обучением парным танцам. Индивидуальные особенности влюбленных, считают Крегер и Тьюсон, выражаются в личностных предпочтениях, за которыми стоят определенные движущие силы, и понимание источников этих различий позволит супругам поддерживать здоровые, развивающиеся отношения. Приведем пару примеров анализа причин сбоя коммуникации влюбленных из этой книги. При общении экстраверта и интроверта сам процесс коммуникации может быть источником недоразумений. Для экстраверта естественно задавать вслух вопросы, самому на них отвечать и благодарить окружающих за помощь. Так, в обычной словесной перепалке экстраверт действует по принципу «еще немного слов, и ситуация прояснится», тогда как интроверт, уже и без того утомленный словесным потоком, чувствует, что еще несколько слов будут последней каплей. Сюрпризы преподносит и способность интровертов в деталях помнить давние разговоры. Экстравертов постоянно поражает то, как интроверты слово в слово вспоминают разговоры, о которых первые уже давно забыли. Мыслительные в общении предпочитают сухую информацию, тогда как чувствующие должны быть с партнером в эмоциональном контакте. Для чувствующих коммуникация – это общение между 2 или более людьми, при котором информация есть только начало. Она включает еще доверие, уважение, восхищение, проникновенность и иные эмоциональные моменты. Если хочешь быть искренним, то хотя бы некоторые из этих элементов должны присутствовать. Если что-то нарушает или подавляет действие этих факторов, коммуникация для чувствующих почти невозможна. В основе
оптимистичных взглядов на выстраивание идеальной коммуникации с партнером лежит убеждение авторов в том, что с годами наша личность претерпевает немало изменений. И хотя базовый тип нашей личности остается неизменным, каждый из нас способен больше сблизиться со своей противоположностью. Популярные способы поддержания здоровых отношений между супругами были также предложены в 1992 году теологом Гэри Чепменом на основе более простой модели каналов коммуникации нежных чувств в его книге «5 языков любви». Согласно Гэри Чепмену, люди выражают и воспринимают любовь на 5 языках или 5 способами. И если партнеры предпочитают различные способы коммуникации любви и не понимают языка любви своего партнера, то это заводит в тупик их романтические отношения. В своей книге он приводит яркие примеры сбоя коммуникации и использования различных языков любви, так что читателю будет несложно самостоятельно определить, к какому способу коммуникации любви склоняется он сам, а к какому его партнер. Язык любви, слова одобрения, включает простые фразы поддержки, комплименты, слова прощения и просьбы. Под языком любви качественное время понимается время, когда вы уделяете человеку свое безраздельное внимание. Это может быть прогулка или ужин в ресторане, откровенная беседа или совместные увлечения. Язык любви получения подарков означает обмен символами любви, удовлетворение эмоциональных ожиданий, а также дарение самого себя как деятельное присутствие в важные для партнера моменты жизни. Язык акты служения означает бескорыстные действия, направленные на обеспечение нужд партнера. 5 язык любви – физическое прикосновение, включая поглаживание, объятия, поцелуи, для многих людей является основным языком любви. Понимание и синхронизация языков любви выступает эффективным средством для пополнения сосудов любви супругов. Эта метафора по Гэри Чепмену означает понимание любви как исходной потребности человека, так что уже внутри каждого ребенка заключен эмоциональный сосуд, который ждет того, чтобы его наполнили любовью. К опустошению наполненных влюбленностью сосудов любви супругов ведет не только отсутствие коммуникации любви, но и конфликты, возникающие между мужем и женой, которые нередко ведут к разрушению брака. Обуздание конфликтов. Большинство психологов, оказывающих помощь супругам, основывают свою практику на методах разрешения семейных конфликтов. Однако, по мнению уже упоминаемого нами американского психолога Джона Готмана, самый большой миф – это видеть залог романтического и стабильного счастливого брака в умении разрешать конфликты. Различные техники разрешения конфликта, такие как активное слушание, изложение претензий в форме «я-высказываний», взгляд на ситуацию глазами партнера, обнаружение в себе черт, отвергаемых в партнере, и другие, считает Готман, могут лишь понизить уровень стресса, но не спасти брак. Дело не только в том, что при конфликте общение становится практически невозможным, попытки примирения терпят провал, давлеет нежелание согласиться с влиянием другого и господствуют везде проникающие отрицательные мысли, а главным образом в том, что между супругами существуют неразрешимые конфликты или вечные проблемы. Готман считает, что конфликты делятся на 2 категории – те, которые могут быть разрешены, и те,
которые вечны, то есть они всегда будут частью вашей жизни в той или иной форме. Конфликты второго типа нельзя окончательно разрешить или постоянно избегать. Их можно только обуздать, направив в параллельное основному течению супружеской жизни русло. Секрет устойчивого, счастливого брака Готмана состоит не в том, как вы улаживаете разногласия, а в том, как вы относитесь друг к другу в повседневной жизни. Он предлагает супругам следовать 7 принципам, которые помогут научиться жить, почитая и уважая друг друга. Эти принципы включают знание внутреннего мира и целей жизни своего партнера, уважение, сопровождаемое проявлениями нежных чувств и выражением восхищения, готовность к общению вне зависимости от накопленного эмоционального баланса, вовлечение жен в принятие важных решений и признание их особенных способностей, осознание и решение типичных проблем в браке, обуздание вечных проблем и преодоление тупика отношений, открытие общего смысла брака. Посвятив десятки лет изучению вопросов брака и семьи, пережив 2 собственных развода, Готман убежден в том, что счастливые браки основаны на близкой дружбе. Он поясняет, что под этим подразумевает взаимное уважение и удовольствие от общества друг друга. Эти пары сильно привязаны друг к другу. Они прекрасно знают, что каждый любит и не любит, особенности характера, надежды и мечты партнера. Они постоянно заботятся друг о друге и выражают эту нежность не только широкими жестами, но и каждый день понемногу. Наверное, каждому в своей жизни хотя бы однажды доводилось встречать такие идеальные супружеские пары. Особенно повезло тем, кому представилась возможность получить уроки счастливой жизни в браке, наблюдая отношения между своими родителями. Однако для большинства путь любви в браке тернист, и каждый самостоятельно осваивает науку любви, жадно вчитываясь в любовные романы, отыскивая рецепты в любовных путеводителях или посещая разнообразные тренинги. Мастер-классы любви. Любовные истории из книг, кино, масс-медиа, рассказы родителей и друзей, которые, согласно Роберту Стернбергу, определяют складывающиеся в нашем сознании паттерны любви, в основном будоражат поверхностные, легко возбудимые чувства читателя, зрителя или слушателя, но иногда глубоко западают в наше сознание и становятся яркими примерами высших ценностей любви. Такие запоминающиеся сюжеты или даже короткие, но поражающие ясностью правды фразы не просто копируют в наш мозг образы любви, а оседают там, как мерцающие звезды, жаждущие в один прекрасный момент воплотиться в гармоничном, сияющем созвездии высокой любви. В этих мастер-классах любви раскрываются ее глубокие сокровенные тайны, постижение которых, по-видимому, является результатом ощущения единства собственных переживаний с любовными озарениями других. Примером такого прочно запечатлевающегося в сознании урока любви является история глубокого раскаяния героя повести Чехова «Огни» Ананьева, который попытался использовать свою юношескую влюбленность и отчаяние, живущей несчастливым браком женщины, для обмана чувств и удовлетворения желаний в мимолетном романе. Подарив любовь и счастливую надежду, Ананьев начинает тяготиться своим обманом, так что любовный экспромт превращается в тяжелое мучение совести,
и он, наконец, прозревает, понимая себя настоящего, у которого не было ни убеждений, ни определенного нравственного кодекса, ни сердца, ни рассудка. Все умственное и нравственное богатство мое состояло из специальных знаний, обрывков, ненужных воспоминаний, чужих мыслей только, а психические движения мои были несложны, просты и азбучны, как у якута. Эта несчастная любовь с того момента, когда совесть погнала Ананьева вернуться и вымолить прощение, переменила образ мышления и всю его жизнь. Показательно, что историю своего урока любви Ананьев, уже отец двоих детей и хороший человек, рассказывает как поучительную молодому коллеге, студенту, бравирующему мыслями о бесцельности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, которые, как убежден рассказчик, и привели его самого к предательству любви и обнаружению собственного ничтожества. И хотя молодой человек на словах отказывается усваивать чужие мысли и жизненные уроки, считая, что надо быть очень наивным, чтобы верить и придавать решающее значение человеческой речи и логике. И он согласен внимать одному только Богу. Можно быть уверенным, что эта чужая любовная история пробьет мозговую лень и станет частью его собственного опыта, влечений и сердечных страданий. Как музыкант, поэт или художник продвигается к вершинам своего искусства, так и человек осваивает искусство любви. Но мастерство, которое он приобретает на этом пути, не тайны той или иной музы, оно иного рода. Это познание самого себя, своего истинного назначения и движения к своей высшей цели. Здесь уместно сослаться на известное высказывание Леонардо да Винчи: «Чем совершеннее человек, тем глубже его любовь. Только познавший себя может любить умудренно». Связь любви, преображение «я» и поиск ответов на вопросы о собственном месте в мире отражена Львом Николаевичем Толстым в драматической, но в итоге, можно надеяться, счастливой любви Левина и Китти. Влюбившись в Китти, Левин чувствовал, что он не мог жить, не решив вопроса, будет или не будет она его женой. Накануне свадьбы он не ел целый день, не спал 2 ночи, провел несколько часов раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым, как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела. Он двигался без усилия мышц и чувствовал, что все может сделать. Однако женитьба на любимой, принятие драгоценного существа в свою жизнь лишь обостряет вечные вопросы, теперь, казалось бы, цельного человека. Он говорит себе: без знания того, что я такое и зачем я здесь, жить нельзя. А знать я этого не могу. Следовательно, нельзя жить. Решение этих мучительных, ставящих на грань самоубийства вопросов, а с ним и, наконец, полное ощущение семейного счастья, благодатным образом приходит к Левину в ответ на его искреннее вопрошание. Но не в результате открытий собственного разума, а от самой жизни, так, как приходит любовь. Теперь несколько слов в заключение курса «Пространство осознанной любви». В этом курсе мы постарались исследовать пространство любви и представить образ идеальной любви, который складывается на пересечении близких нам мыслей о любви философов и поэтов, психологов и литераторов. Если попытаться выделить главное в этом многогранном, многоуровневом, парадоксальном сплетении разнонаправленных векторов внутренних сил человека, борьба которых сопровождает его жизненный путь любви, то это, несомненно, возможность преображения человека
обнаружения в самом себе глубоких истин и потенциалов движения к ним. Завершая наше путешествие по пространствам любви и заканчивая заметки о незабываемых встречах с мыслителями и поэтами, об изумительных видах и гиблых болотах отношений любви, о тайнах этого неуловимого словами чувства, вслед за героем чеховского рассказа у знакомых скажем, что если говорить о любви, то чтобы это было призывом к новым формам жизни, высоким и разумным, накануне которых мы уже живем, быть может, и которые предчувствуем иногда. Для того, чтобы знания, полученные при прохождении курса «Пространство осознанной любви», у вас сложились в целостную картину, возможно, вам потребуется прояснить те или иные вопросы. Напишите нам, и мы ответим на ваши вопросы в следующем цикле передач канала «Классики любви», который будет называться «Диалоги о любви». Хочу вас поздравить с прохождением курса «Пространство осознанной любви», пожелать удачи, а также любви. С вами был психолог Юрий Томин, автор книги «Атлас любви».